Тут вывалилось, понятно. Но это же не от этого. Холодно, поэтому мы топим и печь, и камин, и плиту. В общем, 3 раза закладываем дрова, чтобы было в доме тепло, потому что дом у нас еще пока не утеплен ничем. И полы холодные, и потолки мы не сильно, то есть крышу утеплили, не проложили утеплитель. И стены, их бы хорошо тоже ошелевать. Так, пол, да, уже положили на место, уже проще. Открывай. Открываем, тут открываем. Ну, тут тепленько. Так. А покажу я вам 7 часов вечера и свой вечерний ритуал. Я топлю камин, печь у меня уже почти вытоплена. Там стоит пшенная кашка. Это мой камин. Здесь у меня лежат дрова. Здесь у меня кошелки, метелка. Здесь у меня распалки. Здесь у меня тыквы, которые мы увезем. Еще корзинка, еще ковш. И вот еще вам что покажу. Это у меня переставленный шкаф, который стоял за печкой. Мы его переставили, потому что мы думали, что нужно будет освободить место, где делать перегородку, чтобы отделить кухню от спальни. Здесь у нас, видите, отверстие такое, да, проход. Так, здесь ходим вокруг печки. Здесь у меня висит лисичка возле печки, чтобы ее моль не поела. Здесь у меня мои вазочки с сухоцветами. Здесь у меня шкаф. Здесь у меня сушатся, просто висят носочки. Мужа носочки. Потому что он постоянно их спрашивает, где мои носочки. Я их повесила на видное место. Это у меня чаек вечерний. Это мой диванчик, который стоит напротив камина. Я здесь сажусь, и мне тепло. За спиной у меня кровать, и там спят мои котики. И я там сплю. Да, вы видите изголовье кровати, подушка. Будем их тревожить, не буду включать подсветку. Я накрываюсь еще сверху шерстяным пледом самотканым. Это моей бабушки пледик, который достался мне по наследству.
И вот они мне, мои котички. Там Даника даже не видно, просто как черный комочек. Они греют мою постельку. Мои котички. Набегались сегодня по снегу. Открыла печечку. И там у меня стоит чугунок. Большой чугун с водой и маленький. Сейчас включу подсветку. И маленький чугунчик с кашей. Тыквенная, пшенно-тыквенная каша. Я заслонку закрыла. И вот я смотрю на свою заслоночку. Она какая-то у меня, видно, когда-то была покрашена. Краска слезла. Но сейчас полно красок. Я думаю, что я что-нибудь подберу в следующем сезоне, чтобы ее покрасить. У меня юшка или вьюшка некоторые называют. Видите, не закрыта полностью. Потому что еще печь не, как говорят, не выгорела. Я ее задвину, когда уже там будут такие без синего пламени угольки. Я заставила уже буфет всей посудой с полочек, потому что мы уезжаем. И я решила все сюда спрятать, свое самое нарядное, самое красивое, все свои сокровища с открытых полочек, чтобы они не пылились. В подоконнике у меня в горшочках еще есть базилик зеленый и две маленькие тыковки. Забыли их забрать. Забыли в город собрать. Ну, мы уезжаем, и поэтому все заберем, а что не заберем. Потом в очередной выходной приедем. Главное не оставить в горшках и в кувшинах воду, потому что вода может замерзнуть, и кувшин может треснуть. Ну вот, друзья, такой вечерний обзор, посвященный тому, как я провожу вечера в своем домике. Домике, который старый тоже домик, очень старенький. Мы здесь еще не все отремонтировали. И вот такой вот обзор у меня получился. И дальше будет у меня видео, посвященное очередной расстановке. Ну вот, уже хорошо. Можно кофейку попить. И книжку почитать. Зажечь камин. Но это уже следующий наш приезд. Здесь не знаю, сколько градусов. Так, у меня надо перебрать
Давайте вот эти взять с собой миск. Те, которые мне говорили, что здесь не хватает вуали. И можно, да? Вот смотрите, как красиво будет, правда? Я даже сейчас попробую, вот, если я переброшу. Возьму табурет. Там есть еще одна струна. И если я пришью петельки, в принципе, вот, будет и неплохо. Но здесь есть, кстати, гвоздики. И можно сделать такую, как на резиночке, что ли, да? И прихватить, вот, прихватить или завязать. Ну, лучше прихватить на шнурочек. И вот, по-моему, очень даже неплохо. Да? Я сейчас со стороны посмотрю. Да, такая вуалька. Надо подумать. Что-то одно, возможно, надо. Либо вуаль, либо фиранки. Друзья, как вам кажется? Напишите такой вариант, если сделать из вуали занавесочки. У меня есть, кстати, длинные. Оторвалась. Ну, вы поняли идею, да? Идея понятна. Ой, и запах пошел какой смолистый. Хочу вам показать, полностью обзор сделать комнаты. Вот из этого уголка. И получается, комната почему-то расширяется, да? Я планирую балки покрасить таким цветом, примерно как пол, таким коричневым. Будет наряднее. А стены, я думаю, в какой цвет, чтобы они гармонировали с этим таким бежевым моим потолком. В той комнате у меня хорошо смотрится потолок, потому что там на желтом фоне обои. А здесь стены белые и немножко не смотрится. Вот. Так симпатично смотрится диван. Я еще планировала попробовать. Табуретку я отсюда убираю. Она должна находиться возле печки.
укушу, лопну. Где моя скульптура? А Вера, знаешь, что говорит? Бабушка, а что это? Ой, как она раскрутилась, смотри. Я ее так хорошо закрутила. Это уже второй раз я ее раскручиваю. Да? Надо еще подкрутить. Нет, не надо, пошли. Возможно, тоже уговорю мужа немножко отодвинуть шкаф к печке, чтобы у меня здесь было вот такой вот именно туалетный столик, чтобы я могла вот здесь вот спокойно сесть, да. Вот, сейчас мне не очень здесь удобно подходить, здесь маловато места. Но пока вот такие вот шторки. И вот так вот выглядит комната. Ну все, друзья, буду прощаться. Напишите в комментариях, как вам понравилась вот такая вот наша расстановка.